активная гребля такая. Это вот жизнь до 40. В одиночку можно, вполне можно. Потому что, мне кажется, до 40 у меня была беготня. Да, на Эверест меня точно не потянет, то нет таких потребностей. Так, по мне ползет какая-то бяка. Утопим ее. Я когда после развода была одна долго, мне в жизни достаточно было препятствий. Мне кажется, после 40 жизнь только и началась у меня, собственно. Больше даже, чем хотела, получила. Теперь у нас ничего не хочется менять. А потом вот как-то не было представления, а что будет потом. Как вы сами решите, так оно и будет. Просто не сходился образ жизни. Давно что-то я так не делала. И ничего. Я не могу сказать, что я прямо тестировала ее. Как это кайфово, когда у тебя свободные руки. И я отклонилась от темы. Опять. Юра мне душ делает. Всем привет! Сегодня у нас воскресенье. Мы на каяке с Юрой. Плаваем сегодня мы в Ойта. Вчера плавали мы в Тусуланьярви. Был ветерок, приходилось даже побороться немножко с ветром. А сегодня у нас тишина, красота. Хотела сегодня поразмышлять на тему о том, что вчера себя поймала на мысли о том, что если бы мне 10 лет назад сказали, как будет моя жизнь выглядеть после 40, я бы, наверное, не поверила бы. Хотя, не знаю, может быть, и поверила бы. Вчера такая мысль была, что вот когда мы гребли против ветра и против волн, немножко начинался шторм уже, такое ощущение было, что вот это вот гребем мы лет до 40, да, когда семья, когда маленькие дети, работа, карьера, учеба, все в одну кучу, и кажется, что вся жизнь, она сосредоточена где-то лет до 40, а потом жизнь заканчивается. Ну, такое вот представление у меня было, когда я была молодая, что нужно все успеть, и что все вот это самое активное, оно происходит вот до этого возраста. А потом что? А потом вот как-то не было представления, а что будет потом. И вот эта вот активная гребля такая, это вот жизнь до 40. А после 40 вот такой штиль, как сегодня, когда просто наслаждаешься жизнью, когда ребенок уже взрослый, да, или дети, если их несколько. В основном у всех появляется больше свободного времени, вот где-то после 40, после 50, у кого какого возраста дети, да, один. И очень часто, кстати, вижу в интернете размышления людей на тему того, что вот дети выросли, жизнь опустела. И чем вы поделитесь мыслями, чем вы занимаетесь? То есть я вот сейчас просто кайфую. Нам так нравится на воде. Нам просто в кайф вот куда-то поехать на новое озеро, поплавать, поотдыхать. Мне кажется, после 40 жизнь только и началась у меня, собственно говоря. Вообще нравится поехать куда-то. Да, вообще, в принципе, нам нравится вместе и путешествовать. Мы и по Европе много путешествуем. Сейчас вот начали
водные просторы Финляндии осваивать на каяке. Мне кажется, вот когда уже нет заботы о семье, нет такой активной... Ой, тут рыба плюхнулась прямо около меня. Когда нет таких каких-то уже сложных обязанностей, да, ну, работа, дом, можно и так жить. А можно и по-другому, да. Это как важно, чтобы после 40 или после 50, когда вот это вот время появляется, чтобы рядом был человек, который поддерживает эти же увлечения, этот способ отдыха, чтобы на одной волне человек был. В одной лодке гребу в одну сторону. В одной лодке греб в одну сторону. Да, правильно Юра сказал. Его, наверное, не слышно, у него микрофона нет. Потому что, ну как, в одиночку можно, вполне можно сесть на каяк и плавать запросто. А если все-таки хочется не в одиночку жить, а с кем-то, то, понимаете, очень важно не с кем-то, а именно с тем человеком, с которым сходится какой-то вот образ мышления, образ отдыха, отношение к свободному времени, отношение к планам, к планированию чего-то, чтобы сходились интересы. Потому что если интересы слишком разные, то ну как можно тогда вместе проводить время, да? Это будет очень сложно. Каждый будет по-своему проводить свое время. Я это очень хорошо знаю, потому что, если человек, допустим, говорит, я все свое свободное время провожу, там, не знаю, в Лапландии, где-то на охоте, и вся жизнь у него там, и он там стремится только туда постоянно, то как бы вот эти развлечения на юге ему неинтересны будут. Поэтому так, по мне ползет какая-то бяка. Утопим ее. Очень важно, чтобы интересы были одинаковые, если хочется именно вместе проводить время. У нас есть и разные интересы с Юрой. Например, вот я не люблю бадминтоном заниматься, он любит. Я люблю писать картины, ему это как бы, со стороны посмотрит, но сам-то он не участвует в этом активно. Но и не нужно, чтобы все интересы были прям вот одинаковыми, да. Намного важнее, чтобы был просто еще кроме своих каких-то интересов, еще какие-то точки соприкосновения, интересы, которые бы уже можно было вместе осуществлять. Я когда после развода была одна долго, было много знакомств, и не все были плохие там, да, я не могу сказать, что все люди там плохие или все мужчины плохие, просто не сходился образ жизни. Вот образ жизни, это нужно первое, что выяснять, наверное, с человеком, для того, чтобы потом не было разочарований. Это нужно обговаривать, это нужно с человеком разговаривать и присматриваться, что ему нравится, что ему не нравится. Потому что есть люди, которые вполне счастливо себе живут тем, что всю неделю работают, ждут выходных для того, чтобы сесть и напиться там пива, вина или чего-то, алкоголя какого-то, да. Или ждут выходных, чтобы сгонять в Таллин, чтобы там побухать, да. И их это устраивает. Вот. И мужчины, и женщины такие есть, да, их это устраивает. Сгонять в Таллин, там дешевле, там погудеть, погулять, может быть, там знакомить. Это их образ жизни. Есть те, которые не выезжают, зачем далеко ехать, если можно дома набухаться, да, в принципе. Вот. Не обязательно такие негативные примеры, но есть люди, которые там выходные ждут, чтобы просто сесть, почитать книгу. И они никуда не хотят идти, просто в свое креслице забраться с чайком и читать. Вот есть такой образ жизни. Это, наверное, слишком спокойный образ жизни для меня. Хотя я очень иногда люблю такие спокойные моменты, чтобы меня никто не трогал.
И сейчас какая-то даже, кстати, особая тяга у меня появилась. Хочется взять именно настоящую книгу бумажную, не в интернете что-то читать и не аудиокнигу слушать, да. А почему-то появилась тяга вот тоже иногда книжечку какую-нибудь, любую перед сном взять, буквально хотя бы несколько страничек. Давно что-то я так не делала. Я хотела у дочки, кстати, взять одну книгу и забыла. В гости приезжала и книгу забыла. Надо заехать взять. Вот, я немножко отвлеклась от темы. Хотела говорить именно о том, что есть ли жизнь после 40, а точнее даже уже, наверное, после 50, да, Юр? Нет, ты куда торопишься? Ты куда, говорит, торопишься? Ну, смотрите, мне 47, Юре исполняется в августе 50. Уже ближимся к 50-ке, да? И чё? И ничего. Вот важно, да, вот сходятся, когда размышления, мысли. Мы как с Юрой познакомились, мы, по-моему, сразу просто начали ездить по всем красивым местам, гулять где-то, да, Юр? Мгм. Вот с самого момента знакомства мы уже гуляли где-то по красивому берегу, где-то по набережной. Потом мы куда-то планировали поехать. Ну, такие небольшие вылазки делали. Ягоды, грибы, Ягоды, грибы, да. прогулки с собакой. С собакой мы много таких красивых мест. Мы ездили тогда, одно из наших самых первых таких больших поездок было. Мы поехали тогда у меня в Нурмиярве на Коске, да? На пороге поехали гулять с собакой. М, Это было первое самое такое длительное, по-моему. Нет. Нет? До этого было что-то более длительное? Я не помню. Или за грибами мы поехали куда-то, или за ягодами. Да, у нас вот такие вылазки. Сразу мы практически как познакомились. Я не могу сказать, что я прямо тестировала Юру на то, что в этом поедет, не поедет, заинтересуется, не заинтересуется. А вдруг он в лесу бояться начнет, плакать? Да, а есть люди, которые боятся в лесу гулять. Я не могу сказать, что я смельчак такой, прямо пойду там в какой-то глубокий лес. Но я когда одна жила, я одна ходила гулять с собакой, уезжала в лес, где вообще никого, кроме охотников. Меня однажды охотники, кстати, выгнали из леса. Я забрела куда-то с годика, когда еще у меня лабрадор был. Мне навстречу вышел охотник, но я слышала, уже первые выстрелы были где-то недалеко. И потом мне навстречу вышел охотник и сказал: вали отсюда. Это осенью было. Ну, это не только тебя, нас и в Венгрии охотники-то выгнали А, из да. леса. Нас в Идите, Венгрии. не гуляйте. Кстати, да, точно. У нас же была история, что мы с Юрой гулять пошли вечером, где-то после 5, с собакой в такое место, где никого, там, ну, там поле, лес. Ехали на машине охотники, сказали: валите-ка вы отсюда. Днем можете гулять, а после 6 не гуляйте. Да, они сказали, что после 5-6 тут лучше не гулять, тут везде вышки, здесь охота идет. А нас тоже там выгоняли охотники. Короче, Охотники не любят нас. нас охотники не любят, они нас вечно выгоняют из леса. Вот. Хотя там не лес был, там было поле. Вдоль него такой лесочек. Ну, там везде вышки стояли по полю, поэтому... Вот, а вот эти овраги, которые были заросшие, там Да. такая живность водится. Там между полями, да, такие овраги были, там прятаться может любой зверь. Слушайте, я прям балдею. Вы знаете, такая тишина, температура где-то 28 градусов. Юра мне душ делает. Это чтобы я сильно не балдела, да? Нет, немножко похладить. Небо затянуто тучками, но это даже хорошо. И немножко нетипичная погода для Финляндии. Она какая-то тропическая, потому что парит, тепло, тишина, нет ветра. Такое затишье. Но это затишье, кстати, на самом деле означает то, что перед грозой в 4 часа будет гром и молнии. Я посмотрела по прогнозу, но у нас вот есть сейчас времечко, чтобы поплавать. Я отклонилась от темы. Опять. Что приближаемся к 50. Но мне кажется, что вот даже если... Мне еще рано, конечно, подводить итоги с 40 до 50 период, как я прожила.
Но все-таки хочу сказать, что моя жизнь... Не финиш. Это еще не финиш, да, точно. Но после 40, мне кажется, начинается новая жизнь. Но если вы, допустим, ваши дети уже освободили вам руки в 50 только, то у вас начнется свободная классная жизнь с 50. Ну пусть даже так. Если позже деток родили, да, в принципе, пусть будет даже так. Это не значит, что нужно прямо все сложить ручки, лежать на кровати и ждать конца света. Пока вы были заняты работой и детьми, в принципе, все эти общие интересы были на 10-м месте, да? Некогда было. Было много забот, там всякие другие задачи решались важные. Ну, на тот момент они были важными. И сейчас, когда освобождается куча времени, путешествовать, ходить, гулять, спрашивать себя, чего я сегодня хочу, спрашивать себя, что мне интересно. И тогда жизнь не будет скучной. Это мне кажется, или дождик капает? Мне кажется, маленькие капельки какие-то. Или это чайки? Нет, нету дождя. Ой, как красиво. Вот, это очень важно, чтобы в этот период жизни заниматься именно тем, о чем всегда мечтали, о чем думали, но все время не хватало времени, о чем мечтали, но по каким-то причинам не могли осуществить. Простые даже вещи, такие как на лодке покататься, там, не знаю, на великах где-то погонять или еще что-то. Это время, по-моему, самое лучшее в жизни. Потому что, мне кажется, до 40 у меня была беготня. Вот я вспоминаю свою жизнь, мне кажется, у меня была вот сплошная беготня. 3 образования получить, карьера, работа, ребенок, ее спорт, да, ее возила на спорт в первую очередь, меньше о себе думала. А сейчас-то все по-другому. Сейчас думаешь о своем спорте, о своем хорошем состоянии, о том, что мне интересно, а не ребенку. Это совсем другой мир. Сейчас покажу вам, на пони катаются в воде.
везде, Вообще по-моему. все развлекухи здесь. Далеко. Да, здесь много всего, на самом деле. Держи тебе, фея, волшебную палочку. Так. Еще немножко тренировок, и следующая сборка будет за 5 минут происходить. Да? Меня укусили за ногу. Смотри. Ну. Ага. Меня вот укусила какая-то. Ты это немытыми зубами укусил. Здесь нельзя грилить, нельзя палатки, нельзя костры. Ничего нельзя. Ну тут лес такой, что здесь действительно, если костры, это будет очень стрёмно. Там кочки и там неудобно. Мы идем в левую сторону. Sieltä päin. Kiitos. Лабушка плавает. Ушами трясет. Вот сейчас хорошо, ни солнца нету. Ну, туда куда-нибудь. Туда. Тудой. Спасибо. Она к тому берегу полетела от нас. Ушла от нас. Вот здесь остались только чайки. Обсиратели камней. Да, там вон ветка лежит над водой как. Недавно где-то был пост в интернете. Родители привыкли путешествовать всегда с детьми. Дети выросли, и теперь они остались одни. И такие, значит, ой, а как это вообще, а чем вообще заниматься в путешествии без детей? То есть люди даже не представляют, что, как это вообще на самом деле классно, как это кайфово, когда у тебя свободные руки, и ты можешь где угодно путешествовать, как много интересных мест, куда не всегда доберешься с детьми, потому что им нужны особые условия. Вот. А без детей, господи, вообще куда угодно. Ну вот я, например, не очень поддерживаю всякие экстремальные виды спорта, всякие там скалолазания вот эти, да, на Эверест меня точно не потянет. Вот такие планы, наверное, в 50, конечно, можно строить, но мне кажется, это, знаете, если в жизни слишком мало было событий и хочется еще что-то кому-то доказать, вот тех тянет на Эверест. А если сложностей было достаточно, и ты уже достаточно... Да, достаточно просто прыгнуть с парашюта. Если уже было достаточно в жизни сложностей, где ты достаточно, так сказать, имел возможность по самоутверждаться, то нет таких потребностей, чтобы доказывать еще себе что-то или кому-то, или как-то. Не хочется. Не хочется не рисковать ни собой, ни вообще не ввязываться в такие истории. То есть, например, вот мы взяли когда каяк, когда я подарила каяк Юре, я сразу огласила, спросила его тоже, что на вот такие вот всякие реки бурные, где сплавы, вот это вот все бурлит, все вот это вот, я не пойду точно. Говорю, ты как хочешь, но я точно не пойду. Это не интересно мне. Преодоление вот этих препятствий. Мне в жизни достаточно было препятствий, которые я преодолевала и все еще преодолеваю, да, в какой-то мере. И мне не хочется в свободное от работы время или в свободное от дел время преодолевать какие-то препятствия, какие-то сложности. Вот нет потребности в этом. Если жизнь до 40, до 50 была насыщена сложностями, преодолениями. Как красиво здесь вообще. Здесь такая тишина. Я отвлекаюсь от речи. Так что, подытожу. Юра, ты со мной согласен? Да. Юра со мной согласен. Его, может быть, не слышно, но его видно.
Мы приплыли в такое красивое место. Сейчас я вам покажу. Тут так красиво, так тихо. Смотрите, какой бережок. Никого нет. Смотрите, как... Ну, наслаждение, правда? И никого, кроме нас. Так что тем, кому кажется, что жизни нет после 40, после 50, не верьте, жизнь есть. И очень даже активная. Все в ваших руках. Как вы сами решите, так оно и будет. У меня камера темнеет, я не знаю, работает или нет, работает. Как вы задумаете, к чему вы стремитесь, поверьте, то вы и получите. Я, кстати, недавно, когда мы плавали, Юрий тоже сказал, он посмеялся, я говорю, когда переехала, там у нас рядом с домом тоже небольшое озеро, у меня как-то была такая мысль, мечтала, чтобы вот у меня был такой человек, с которым можно будет поплавать по этому озеру. Вот. Это... Сначала по нему походили. Да, мы сначала по нему походили, когда была зима, да, а потом вот теперь у нас есть своя лодка, мы в любом озере теперь плаваем. То есть я даже... Тогда у меня была мысль только там плавать, как бы рядом хотя бы с домом. А получается, мои желания осуществились даже больше, чем я тогда желала. Ну, это одно из моих желаний было, да. Больше даже, чем хотела, получила. Теперь у нас не просто какая-то в аренду лодка, а своя, свой каяк. И мы на нем можем плавать вообще просто где захотим. Да, куда на машине доедем. А ездим мы очень много. Вот. И хотелось бы, чтобы дальше так и продолжалось. Вот, знаете, я когда записываю видео, мне каждый раз кажется, а что можно рассказать? У меня никакого трэша в жизни не происходит. У меня никакого нет такого сенсаций каких-то, да, таких. Я как-то думала, вот смотрят очень часто людей, которые попадают в сложную ситуацию, их смотрят, потому что интересно, как он выкарабкивается из этих ситуаций. А выживет или нет, да? А у меня нет такого сейчас в жизни. И единственное, о чем могу рассказать, в том, что я вот сейчас не хочу ничего менять. Вот меня сейчас устраивает все так, как идет, все так, как есть. Ничего не хочется менять. Какой-то такой период, в который нет сенсаций. Есть только положительные эмоции, позитив, поездки, какие-то новые планы, какие-то новые интересные мысли у нас с Юрой появляются. То есть давай вот так, а давай вот это, а давай вот туда. То есть, вот постоянно что-то у нас какие-то планируются. Мы тут вдоль берега плывем. Смотрите, сейчас я вам покажу. Так, я сама только не вижу, что я снимаю. О, какие затопленные деревья, да? Смотрите, как красиво. Она устала и легла поспать. Она принимает джакузи. Тут такой берег тихий. Кстати, уже с пляжа доносятся крики. Крики лягушек. Человека-лягушек. А ты уже хочешь возвращаться? Куда ты хочешь идти? Ой, я еще не хочу возвращаться. Нет, мне тут нравится. Тут так красиво, тут такой берег вон за нами. Еще не хочется, еще чуть-чуть. А сколько времени? Час? Слушай, еще часик можем поплавать спокойно. Можем тут... Ну да. Синоптики еще те, работники, точно. Куда поплывем? Там везде камыши. Вдоль берега назад давай поплывем, поплаваем еще по тихому озеру. В кайф, вообще красота такая. Сейчас я, сделаю более вот так широкую. Нас тогда больше видно вокруг нас всего. Поплыли туда еще раз. Туда, в середину, так там ветерок. Вот вдоль берега красиво разглядывать. Мне нравится берег разглядывать, просто очень красиво, зелень, и никого нет.
Вот вдоль берега, когда гребешь, посреди озера тоже можно грести, но однообразно. Картинка нравится, вот да, чтобы картинка менялась, Юра предлагает поплавать где-нибудь по речке. Картинка будет все время меняться, не обязательно по порогам. Да, что не по быстрым рекам. Картинка будет больше, быстрее меняться, красивые виды, и тогда не так скучно, потому что когда в большом озере, посреди озера плывешь, картинка меняется медленно, ну как бы немножко скучновато становится. Вот вдоль берега прикольно плыть, ты разглядываешь берег, деревья, да, камни эти красивые. А вот когда я осмелею, может быть, мы сходим на какую-нибудь речушечку. Ты там нашел какие-то реки, да, уже где можно плавать? Юра говорит, много. Я вот не знаю. Кроме Вантан-Йоки ничего не знаю. А вот ветерок уже поднимается. Да? Далеко нельзя плавать, потому что поднимается. О, смотрите, какая лавочка на берегу. Красиво сделано. Из бревнышек сложили. Камень такой. Это чья-то банька, а дом сам там повыше. Ну, красиво. Старенькая банька. О, мы приехали в Кувшинки. Тут такая тишина. Ух, как тут классно. С этой стороны лодка. А, у них какой-то конкурс идет там. Ага. Ага. Слушай, им повезло реально с погодой. Прикинь, да? А тут прям деревья в воде лежат. Прикольное место. Да, уже можешь грести, в принципе. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Может, да, это они оттуда отправляются. А что это они с одной на другую пересели? Вчера мы плавали, был ветерок, даже пришлось так побороться с ветром, с волнами. Вдоль берега плыли. В другом озере, в Järvenpää мы вчера плавали.
А, в Туусулавярве мы вчера плавали, да. Называется Туусулавярви. А сегодня мы плаваем в Эспо, в Ойта. Это тоже недалеко от центра. Это, кстати, нам ближе еще даже, чем Да, это ближе. Тузовская. Эй, чаечки. И сегодня такая погода. Не, давай вы не будете нас атаковать. А что это вы так все поднялись? Сейчас как зайдут этим самым эскадрильи, и как бомбардировку, бомбометание. Слушай, они прям над нами решили круги покружить. Бомбардировщики. Они нас отвлекают, наверное, от гнезд. Может быть, кстати. Хотя какие там гнезда на этих камнях лысых? Ну, какие были, такие гнезда. Да нет, там они просто сидят, там Вон нету на воде, гнезд. кстати, чаячьи бомбы. А, уже забомбили? А, ну попали в воду. Мимо. Косые. Это было предупреждение. Предупредительный выстрел. Если мы отсюда не свалим, нас забомбят. Неопознанное судно. Смените курс. Да, неопознанное судно, свалите отсюда. Они просто сидят вон на том камне, им тепло на нем, и все видно. ПВО. Крейсер отстреливаться будет. Юр, Смотри. Юра отстреливается. Где Вот, смотри, крокодил? крокодилы. В воде. Вон там, смотри. Это камни. Нет, это крокодилы плывут. Два рядом. Юра решил, что это крокодилы. Ну, надо же пофантазировать, что мы где-то в тропиках плаваем, да? Сейчас погода, в принципе, 29 градусов, Мы вас видим. парит, С тепло. палатками кто-то. Ну, это жопы, блин. А, там с палатками. Слушай, а мы как раз думали, куда с палатками поехать. Вот мы это... Мы им помашем, а мы к вам присоединимся. У них палатка, у них там это... Кемпинг настоящий. Слушай, хорошая идея на остров с палаткой. Как тебе такая мысля? Да, это они, наверное, приплыли на лодочке. Ага. И на этом острове сидят, на необитаемом острове. Причем, знаете, что это очень близко, в принципе, к городу. То есть это город Эспо, пригород Хельсинки. И сюда ездят даже, вот там находится пляж городской. Там и кафешки, туалеты, и все. И там даже автобус останавливается из города, сюда ездит. И вот они приплыли, то есть это мы очень близко, в принципе, к городу, к цивилизации. А где их лодка? Я ее видела с той стороны. Она вот тут в бухте. Ну давай зайдем в бухточку, походим по острову, Думаю, нарушим их покой. Да, ну это же не их личный остров. И это полетаешь. так мне полетаешь на этом самом. А. Лодка у них здесь. Лодка у них там. Дрон на этой самой машине, на берегу. А, ты там оставил? Да. Я думала, ты с собой его Нет, взял. я с собой не стал брать. А я-то думала, ты тут будешь летать. Я думал, что потом, когда выйдем, что я его запущу до острова, долечу, Да. облет сделаю. Интересно, да, Вот такая? хорошая бухточка такая. Там прямо пляжик. Пологий берег. Да. Хорошо, тут у них там прямо это, Возьмем на заметку. палатка. Но это же не чей-то остров, это общественный, я так Наверное. понимаю. Хотя в Финляндии все чье-то. Ну да. Но вряд ли это их личный остров. Я думаю, тут всем можно останавливаться. Огнем пахнет, костер жгут. Но они, видать, там готовят что-то. Они такие увидели нас, наверное. Наверное, нельзя огонь разводить. Кстати, здесь, наверное, может быть и нельзя огонь разводить. Хотя не знаю. Нас на супике вон обогнали жестоко. Привязано, да. Тут что-то ловит, сеть, наверное, стоит. Или что-то заначка какая-то. Давай достанем. Свежая рыба будет сегодня. А там может даже не рыба, там может что-нибудь получше. В смысле? Фрукт? Там может быть все что угодно. Слушай,
плавающая сауна, да? Нет, они стоят на месте, это мы плывем. Да, у них там палео, грилик. А там внутри, это, я так понимаю, спальня и кухня. Паю у них спереди. Да. Впереди по курсу необитаемый остров. Нет, он обитаемый, чайками. Там они греются на камешке. А чё они каркают? Они же чайки. Кар. Что же вы раскричались-то так, господи? Вот с левой стороны будет, а у нас как-то двигается налево против левого. Ага, Замечаешь? да. Я понять не могу, что это такое. Еще можешь вперед чуть-чуть подгрести? Еще вперед можешь чуть-чуть подгрести? Здесь так спокойно, правда? Тихо. Солнышко светит. Птички поют. Отдых. То там так активно гребли, что надо отдохнуть чуть-чуть. Да? Вот это красивая, которая тут завели. Не черная, а именно вот которая такое прямо. Облачка 3D. красивые. А там красивое просто желтое поле было. Какие облака там. Черные такие. Красные дома, поле желтое. Красивое. Какое желтенькое, красивое. Silmät silmät. Silmäasema. Niin, löytyykö sieltä lista tätä mielestä? Juu, mä ottaisin Felix majoneesi. Ну, как красиво. Сколько здесь кувшиночек. У меня весло такого же цвета, как цветочки. Вы по нашей клумбе плаваете. Это их клумба, да? Ну да, водная клумба. Клумба на воде. Не плавайте по нашей клумбе. Вы наши цветы помнете. На пляже народу. Сегодня жарко. Через пару часов обещают, что гроза начнется. Но пока не видно. Вкусняшки идут. Нету секойтус. Нету шоколадного, да? Да, и отдельно шоколадного тоже нету. Понятно. Сегодня у них все это все закончилось. Здесь еще дешевле, чем на том самом. Чем первое Сколько здесь? это 11 евро. Это за 2, это За значит два. один стоит 6,50. 5,50. 5,50. Да, дешевле, чем Ярвинка. Первое было 11,20.
Да, ну вот и вот в этой вафельке большой, Первый которой. был 11,20, Да. а вкла около 12. Самое дорогое у нас клавкало, блин. Капец.